Я сама не знаю, закрылся Dream Team или нет. Она защищает Ярика. Я кого защищаю? Я просто никого не обсирала. Люди думают, что все потеряно, но забывают, что мне 24 года. Если мы как Феникс возвратимся из пепла, да, ну, значит, так тому и быть. Вот я побегала за великими целями, вот я все вложила, перегорела, всем этим переболела, с ума посходила, денег потратила, денег заработала. Короче, все было. Все было, счастья не было. Ну да. Но я каждый день делаю то, во что искренне верю. Ребятки, всем привет! Это канал «Несу свет», меня зовут Ваня Корнеев, и сегодня у меня наконец-то впервые за 3,5 месяца, прикинь, интервью. У меня его не было вот так вот долго, настолько я ушел в шоу. И сегодня у меня в гостях Мах Горячева. Мало кто знает, что мы работали вместе целый год. Мы вели вместе шоу «Вечерний лайк». И каждый вторник мы там виделись, подружились, не потеряли контакт. Поэтому, Мах, я очень рад тебя видеть. Вань, ты один из немногих людей, с которыми я до сих пор на связи. Да? Реально. Которым мне не западло просто что-то написать на историю, ответить, что-то посмотреть. Ну, я тоже вижу все твои... Поверьте, в близких умах невероятно интересно в запрещенной сети. Первый вопрос простой, как дела? Дела хорошо. Ну, немножко я уже замоталась. Замоталась в плане того, что я привыкла, что у меня уже ритм жизни такой, что я постоянно куда-то улетаю, что-то постоянно делаю. А сейчас я уже 2 недели очень спокойно здесь. Очень все спокойно. То есть я поехала к бабушке в деревню, там я посидела на огороде, вот это все. Со всеми так все очень тихо, спокойно, мило. Классно, но 2 недели многовато, типа, да. А ритм какой-то, который раньше тут был, он мне уже не свойственен, и возвращать его как бы бессмысленно. Ну, тем более ты в Питере больше часть времени провела, да? Ну, считай, я в Москву на 2 дня, все остальное в Питере. Но ты прилетела на проект твоей семьи «Бункер». Да. Я правильно понимаю? Да. И это проект, который сколько лет уже идет? 16 лет, ну, точно, 8. 8 лет? Да. Что это такое? Расскажи. Ну, для меня это важно, в первую очередь, потому что это про меня проект. То есть это люди, которые реально в меня верят, которые симпатизируют моим идеям. И они приезжают, это, как бы, получается, моя аудитория. Это такие глубокие фан-встречи, да? Да. Это просто моя аудитория, которая приезжает. У меня же большой опыт психологических всяких проведений, мероприятий и все такое. Вот. И я просто провожу тренинги, мастер-классы, развивающие всякие штуки на творческий потенциал. То есть у нас там все абсолютно. Мы там с деревьями разговариваем, под костром пляшем. Ну, то есть это звучит, конечно, сектантски, да? Но, опять же таки, никто и не отрицает, да? Чуть-чуть, да, я такой момент, хорошо, что не доехал. Да? Никто и не отрицает. Ну вот, но там реально собираются люди, которые... Вот в прошлом году приехала девочка, которая взяла у меня отпечаток пальца, набила себе вот здесь мой отпечаток пальца и, типа, фразу, которую я люблю на английском. Вот, сейчас девочка приехала, мерч сделала, типа, мой. Просто подарила мне его. И вот они вот такое вот всякое делают реально, потому что им просто нравится. И они на все мои периоды жизни приезжают, и все... Вот ты в 16 лет первый «Бункер», ты уже тогда была популярна, у тебя тогда уже была аудитория. Да. Да, потому что ты все время говоришь, типа, я, 3 раза обретала популярность, 3 раза теряла. И как бы YouTube я помню. А что, до YouTube Ask.fm? Реально? Да, вот эта вот история. Да. Тогда можно было на этом стать популярным блогером. Нет, нельзя было. Просто это, знаешь, стечение обстоятельств, ситуаций, потому что тогда это еще было непопулярным, и там не было людей. Были? Почему? Ну, как были, но это были, типа, все, ну, знаешь, типа, одноклассника. Ну, я тоже, да. Вот, ну, то есть были все... я за другими людьми из школы не следил, это точно, Ты приходил просто, чтобы, типа, как у меня все началось, мне, знаешь, там мальчик, который в школе, мы с ним, типа, встречались, да, и он такой анонимно пишет, ну, ты и... Да? И я такая... Ты! Типа, и я начинаю смешно отвечать. И все, я начала именно смешно отвечать. А всем всегда близко ответы мальчик-девочка, вот эти все какие-то отношенческие моменты. И меня стали форсить просто по пабликам всяким. Ну, знаешь, МДК, борщ, вот это все. Тогда это было все дико вау. Да, это было дико вау. Вот, и меня вот начали разбирать на мемы. И ко мне, типа, реально люди меня знали вот по мемам, что я такая ха-ха. По ВК начали подписываться? Да, начали подписываться жестко, типа, за паблики, ну, в школе ко мне все подходили, такие, о, круто. Это вот первая волна популярности. Но она была самая прям такая маленькая, да? Ну, как сказать, она была просто стартовая. Но многие люди именно, которые даже вот приезжают ко мне на «Бункер», они меня оттуда именно знают. Именно вот с Аска. Но ты, говоришь, все равно потеряла популярность. То есть не так было, что ты обрела и такая, все, YouTube, и вот по возрастающей. Не, ну это да, конечно. То есть, типа, ты все такая, типа, стала, потом потеряла. Стала, всё. ну смотри, это, наверное, так, вот 13 лет, 14-15, в 15 просто провал, 16 где я, 17 кто я. Ну, я в параллель работала, типа, просто ютубчик что-то снимала, но это было, да, можно сказать, где я и кто я. В
в 18 потихоньку, и в 19, типа, я уже вот заново, типа, встала. Но другой путь проходила на тот момент, он был, типа, не сильно связан с блогерством. То есть я обрела в 13 лет, 2 года побыла, ну, и потом прям я сильно упала. Ну, сама виновата. На YouTube до скольки ты доросла подписчиков? До 600, до миллиона? Нет, Нет? 350, 400 тысяч. Но Да. тогда это все равно было. Не, Типа, тогда-то вау. это было вау, Вау. естественно. На Ютубе ты тоже потеряла популярность? Да. На Ютубе почему? Ваня, я просто неадеком была, реально. У меня были другие взгляды на жизнь. Я считала, что, ну, быть популярной, это, конечно, все круто, но, знаешь ли, как бы и мальчики нужно, да, встречаться с мальчиками, и вообще тусоваться надо нормально, как бы отдыхать, кайфовать. Ага. Меня, извините, мне 16 лет Я было. тебя вообще такой не знал, конечно. Слава богу! Я тебя уже знаю. Слава богу! За что на свете? То есть просто окей, жизненные интересы вообще не... Сдвинулись с плинтуса, я это называю. И потом вот начался уже более-менее осознанный, да, когда ты началась там снимать, вкладываться в контент. Да. И случился ТикТок. Да, ну это все, опять же таки, это все адские проб и ошибок. Если, наверное, сейчас мне уже 24, я просто адекватно смотрю на ту девочку 10 лет назад и такая, ну, малышка, сама понимаю, как бы, да, развлеклась, потусила, молодец, живи, да, то там тогда-то я, естественно, я в 19-20 лет просто по краю ходила, потому что мне казалось, что я просто с ума сойду от самой себя. Я помню, даже у меня был момент, я сказала, все, ребят, это было вот без шуток, это было где-то за 1,5 недели до того, как ТикТок стал популярным, это реально, то есть, когда все уже прям начали дико ловить с него хайп. Ловить хайп. Крутая, Да, Мах, молодая девчонка, ты еще да? сленгом 22-м где-то Да, живешь. а ты как думаешь? Варить контент еще скажи. Вот. Короче, я помню, мы стоим с моей подружаней, что-то, ну, с универа. Я говорю, все, мне все это надоело, я ухожу, типа. Из блогинга. Вот, да. Ну, из блогинга надо найти солидную, что-нибудь нормальную работу. Вот, я пошла в спортзал с СММщицей. Вот. И мне платили 10 тысяч в месяц. Ну, было круто. Ну, солидно. Да, было круто. И вот за И где я теперь? за 1,5 недели до того, как ты А потом, да, ТикТок стрельнул, я да? походила, короче, мне качки подавали задание, как из каких ракурсов поснимать. Я со своим кое-каким айфоном вот так стою, снимаю качка. Такая, круто. О чем еще мечтать? Вот. И тут, говорит, ладно, говорит, ТикТок. И я начинаю снимать про... А, ты там не снимала еще? Не, ну я снимала, но на отвали. И тут Мне я кажется, просто... это путь к успеху на этой платформе, да? Тогда да. Ага. А потом просто я такая, а что бы и нет? А может быть, да? Навыки-то у меня есть, опыт у меня есть. Вот, и я сняла прям видос, и он писец как залетел, завирусился, и все, это, считай, меня один видос поднял просто в небеса какие-то. Ну, конечно, у меня глаза на выкат. Я 7 лет уже этим на тот момент занималась, типа, камон, и что, да? И у меня ничего не получалось. А тут у меня миллион сникера. Я плакать, рыдать, записывать видео. Я на полу валяюсь, говорю, что? Я же ушла работать в спортзал. Но ты же супер осознанная была. Я тебя вот уже такой помню, когда ты такая, так, 10% своего заработка всегда в контент. Все типа там вкладывать обратно, реинвестировать. Это вообще не похоже на ту оторву, про которую ты сейчас рассказываешь. Это как у тебя появилось? Я просто знаю, как делать свою работу. Вот. И я всегда знала, как заниматься блогерством. Я знала, как, типа, что нужно делать, что сейчас популярно, что актуально. То есть мне всегда было очень легко влиться в любой разговор, в любую тему вот в этом плане. Просто потому, что ты насмотрена? Просто потому, что я насмотрена. Я всегда этим интересовалась. Считай, если я знаю с самого начала, мне легко вычислить, что будет дальше происходить, какие витки. И, по сути, знаешь, когда мы снимали все вайны, да, вот в году 14-13. Ты снимала вайны? Конечно, я снимала вайны. И, типа, когда мы вот и снимали их, а потом появляется ТикТок и начинаются социалки. Что? Просто капслог, ну, короче, просто взять да скопировать. 10 типов девушек, 20 типов парней. Все, а что это? Вы что, не придумывали ни разу? Сейчас шортс, да, очень популярный шортс. Я захожу, о чем там видео? Ха!
Бинго! Просто меняется то, в чем люди одеты, те продукты, с которыми снимают, и тренды, условно. А все происходит одно и то же, понимаешь? Что в 1900-м там лохматом снимали про любовь, то и сейчас кино показывает про любовь. Никогда не будет такого, что что-то будет неактуальным. Я хотел тебе сказать спасибо за вот это вот твое вот реинвестируй, вот твой подход к производству контента, потому что он меня тогда многому научил. Ну, в смысле, я на тебя посмотрел, потом увидел, как мистер Бист делает. Это вообще же зверь. Он чуть ли не 100% реинвестирует обратно. Да. Это вообще больной ублюдок. Я такой, где-то посередине между Махой и мистером Бистом я нашел свою... Вот это одна линия с этим я нашел свою точку. Вы вдвоем встретились. Я мистер Бист. Никогда бы, нигде, но вот в этом предложении встретились. И я так начал, потому что я все, что там, что-то как-то приходило там по работе, еще не по работе всегда, в кайфы, в красоту. А сейчас вот все, канал на свои деньги делается, и в том числе благодаря тебе. У тебя до сих пор в шапке профиля висит, что ты Dream Team. Да. При том, что вы практически все, каждый прямым текстом сказал, что Dream Team больше нет. Это память, это дань уважения тому, что было. Да нет, а вдруг Dream Team останет? Я просто, знаешь, на какой параллели поймался? Что вот Бабич и Покров, когда все знали, что они встречаются, все знали. Внутри знали, весь интернет знал, но официального не было, и люди такие, вместе они или нет. Вот это сейчас у вас очень похоже. По сути, вот знаешь, как... Я сама не знаю, закрылся Dream Team или нет. То есть, потому что условно должен Ярик прийти и сказать, все, проект Dream Team, просто закрыт. Никто не говорил, Dream Team закрыт, да. Dream Team закрыт, Dream Team открыт. Никто так не говорил. Я поэтому и никакие не ставлю рамки закрытым и открытым. Если мы как Феникс возвратимся из пепла, да, значит, так тому и быть. Я всегда говорила, для меня оставить шапки профиля и убрать, роли вообще весомые не меняют. Да? Я люблю наш аккаунт, и время от времени захожу, смотрю, мы такие бусики, такие бусинки маленькие. Но ты пишешь при этом, что мы все виноваты. Каждый из нас виноват. Да. Конечно, я тоже виновата. Не хватило мозга свою часть отработать так, чтобы я смогла внести большой вклад в историю, чтобы ее продолжить. И я себя много раз за это винила даже, потому что... На себя это самое, да? Да, на себя перекидывала. Почему? Потому что я довольно... как бы это звучало, я знаю свои силы в плане блогерства, и я у меня синдром мамы Dream Team все время, он был, есть и будет. Поэтому после каждого интервью Маха вписывается вообще в любой движ. Честно, это мой любимый. Просто мы сидим, кто-то какое-то интервью выкладывает, мы вот так сидим, все его смотрим. Все же, да. Мы его посмотрели, сели, на друг друга посмотрели, и я говорю, стоп, только давайте не будем отвечать. Клянусь, я говорю, Кать, пожалуйста, давай не будем отвечать. Лян, все, давайте, все, девчонки, успокаиваемся, давайте не будем отвечать. Вот. Они такие, хорошо, ладно, но давайте мы запишем все вместе интервью. Я говорю, да не надо нам, интервью все вместе записывать. Зачем? Если мы будем много реагировать, то там будет хуже, все такое. Вот. Я где сижу, сейчас начнем с этого. Вот. И Катя мне просто сегодня пишет, да, наша. Ты на интервью, да? Да, наша девочка, ура! Да, но есть складывается ощущение со стороны, что все, то есть ты такая прям защитница, да, там мать, что помните все хорошее, что было, отбрасывайте негатив, он везде есть, не выносить ссоры из избы, да. Мы все виноваты, хватит искать. Это реально это правда? Мамство какое-то, да? Это просто правда. Я считаю, что, понимаешь, если бы Ярик был бы Dream Team'ом, просто, знаешь, если бы он был там единственным блогером, он же продюсером и так далее, тогда можно было сказать, он во всем виноват. Но Dream Team'ом и все мы тоже являлись. И ни для кого не секрет то, что контент в Dream Team'е создавали мы. Выбирали, что снимать мы. Образы все смешные, по которым мы знаем Dream Team, это все сделали мы. Конкретно это и надо защищать. Понимаешь, если я свои идеи, которые у меня были, да, то, что вкладывалось в контент, да, это опять же таки, и куда? Если я это все вложила, и считай все в стол. Вот, опять же, на тот момент вау, да. И поэтому я, ничего. На тот момент вау, супер. Это все очень отбивалось, и я всегда
как бы была довольна своей работой, потому что все равно я могла вложить в 3 видео там 100, 200, 300 тысяч рублей. Да, Вот. чисто в косметическом отделе. Чисто, да, косметики скупить. Оставить одной полки вот так. Да. И как бы это собирало по 10, по 15 миллионов, а что мне еще было нужно? Это был мой рост, это был мой прогресс. Круто, классно. Я до сих пор выкладываю видео на шортс, да, и они все залетают там супер классно. Но как будто ты одна из тех, кто супер тяжело это воспринимает. Вот по твоим вот этим вот постам видно, что тебе вот тебе прям грустно, что вот все вот так, вот такой вот. Ну, не финал, условно, там, вот на данный момент остановка. Мне грустно, потому что люди ушли, разошлись. Вот, потому что это же не могло быть вечно. Но нет, это не должно было быть вечно, нет. Просто, понимаешь, когда ты... Вот, например, Аня уехала, да? А я так сильно привыкла к Ане, я так ее люблю вот в этом плане, именно по-человечески. И я просто привыкла, что она всегда... Вот ты просыпаешься и видишь эту девочку, которая вот просто... И так, ну, тебе и слов не нужно, ты просто типа рад, потому что в твоей комнате такой свет. 3 года, да, мы видели? Да. Но она именно свет такой какой-то вот добрый в моей жизни. Вот. И конкретно... Наверное, этого не хватает. Вот конкретно, что ты просыпаешься... Людей именно, да? Да, именно людей не хватает. Потому что сам проект, ну а что, мы также работаем, да. У меня сейчас загруз в плане тем, чем я сейчас занимаюсь, но что такой же, я устаю абсолютно так же, как от того, что я видео снимала. Ну, а все равно ты просыпаешься, и единственное, от кого-то мы питаем энергию, это типа от Аня, от Кати, я там от Коли, да. Мы вот просто от друг друга. И, естественно, все равно... Подпитки не бывает много. Да, людей согласен. не бывает много. Согласен. А то, что я реагирую, ну, я такая вот, мне просто надо сказать. Реально, я просто в свет это выношу. Вот я сказала что-то, типа, неплохое про Ярика. Мне все, она защищает Ярика. Я кого защищаю? Я просто никого не обсирала, типа. Я не за, не против, понимаешь? Я говорю правду. Вот они все считают, что они что-то новаторское принесли, те, кто записали интервью, что они что-то сказали просто, я не знаю, как будто бы значением с Юпитера, понимаешь, по размерам. То есть что это такое? А я смотрю и думаю, чел, ну ты что, шутишь, что ли? Ну да, это было понятно. Вот, потом думаю, может, кому-то непонятно. Я такая... Ну, раз тебе прилетает, значит, много кому непонятно. Но, типа, знаешь, чем отличается этот разговор от всех остальных? Потому что все говорят из серии, да, там, Аня Покров говорит, Юджин говорит, ну, типа, мы туда прилетели, и как бы там ребята хотели, но это там была не наша мечта. А у тебя, ты же реально всегда мечтала. То есть ты всегда мне говорила, я там вижу себя, там, я, пока не знаю английский, но красная дорожка, там, типа, все кинопремьеры. Ты этого хотела всегда. То есть, как бы, вот эта поездка в Америку, это твоя мечта. Вот ты как смотришь на то, на ваш путь вот там? А я не знаю, что мой путь там. Но опять же таки, видишь, в эквиваленте, наверное, Москвы год — это много. В эквиваленте ЛА это ничего. Да, ничего? Ничего вообще. То есть люди там по 3 года добиваются таких вещей, которые можно в Москве добиться там за неделю. И, ну, просто там это не шатко, там это стойко. И там, наверное, я и научилась вот этому, именно успокоилась. Типа ты не в гонке вот в этой? Я не в гонке вообще ни в какой. Я раньше за собой угнаться не могла, да, не то, что помню. Даже за другими. Мне казалось, что я вот центр планеты, и все должно быть, вот я должна все забрать абсолютно, каждую монетку мира. Люди, которые меня знают, они воспринимают меня в первую очередь как там достигатора, мотиватора, и когда сейчас они меня на полном серьезе спрашивают, а что дальше, и там, и какой путь, а я сижу, и мне просто в голове птицы поют, реально, в хорошем смысле, потому что я просто не могу объяснить, что мне просто классно. Я всегда этого хотела. Я всегда хотела быть абсолютно честна с собой. Я хотела всегда просыпаться у океана. Я всегда говорила всем, что мое место типа вот рядом с бризом. И все мои близкие всегда это знали. Мама мне сказала вот недавно одну вещь. Что-то я приехала, я на 2-й день буквально, мне накануне мои близкие друзья сказали там, ну, про некоторых моих друзей близких, что там вот они в меня не верят и все такое. А мне мама сидит, я говорю, мам, ну скажи ты мне, пожалуйста, типа, вот ты как вообще относишься к тому, что уехала? Она так ручку мне кладет и говорит, Машуль, я знаю, что ты не вернешься, типа, но я знаю, что тебе там хорошо, а значит, все классно. Значит, все получится. И это, наверное, самое сильное, что меня подбодряет, потому что я такой, знаешь,
котенок, который постоянно каким-то образом из всех этих ситуаций вот так ветлял. Вот я потеряла популярность, вот я ее обрела, вот у меня нет денег, вот у меня много денег. И я все время находила какие-то выходы из ситуации. И когда я уезжаю, и кто-то мне говорит, что я не найду выход, типа, чуваки, да на любом краю света, типа. Пока вот я есть, пока я есть, у меня есть муж, у меня есть семья, у меня есть вера в людей, которые вот просто на этой планете существуют. Да камон, хоть 100 рублей мне дай, я разберусь, как это сделать. Как сделать себя счастливой, сделать всех счастливыми. Раунд. Потому что это реально так. Тык. Ну вот из всех твоих 3 потерь популярности, это же самое тяжелое. Это просто самое сильное, но не самое тяжелое. Не самое тяжелое, нет? Я скажу, что самая первая была тяжелее. Ну, естественно, типа, ты только получила. Да, ты только еще получилось, ребенок. сладенькая ребенком, и у тебя все получилось, все, вот и деньги, и вот и популярность, и тут у тебя эту игрушку забирают. А кто забирает? Я сама себя забрала по своей же глупости, да. Да, это было сложнее. А сейчас просто из-за того, что я уже взрослее сильно. Ну да, но все равно. Ты можешь позволить себе купить Ане Покров кольцо за 600 тысяч рублей на день рождения в знак дружбы. И тут у тебя, реально нет денег. И ты такая, йоу. Но ты же, ты сходила с ума, я это видел. Не, я сходила с ума в плане того, что мне было просто трудноватенько без денег, да. Да. Ну, как и всем. Я думала, что, может, я в какой-то степени неправильно поступила, что подарила просто, считай, миллионы просто людям. Да. Об этом я думала, да, мне вот многие это припоминают, говорят. Может, в каких-то инвестициях своих я была не совсем точна. Не совсем разборчиво, так сказать. Не совсем разборчиво. Но не жалею вообще ни о чем. Не, маме говорят, машину успела купить, успела Да. купить. Я много таких штук делала, которые и приятные, и полезные, и много сыграли для людей хорошего. А что я еще на планете забыла? Ты меня извини, что... Я не купила себе машину и квартиру. Что это не позволяет мне не купить это в будущем? Куплю в будущем. Значит, другая подвернется работка. Камон, правда, Вань, не в 24 об этом задумываться. Я с тобой согласен. Люди думают, что... У тебя как будто уже 4 жизни было в целом. Да. Люди думают, что все потеряно, но забывают, что мне 24 года. Камон. Если бы мне было хотя бы... Да ладно, я бы сказала 35. Камон, я сейчас из-за того, что в мир стримеров окунулась, я посмотрела на некоторых дядек, которые в 35 просто начинают стримить, и в 36 уже просто там миллионы зарабатывают, и такие, я что-то там дом, квартиру все купила, это мне львов поскидывали, типа. Вот, извините, это на стримерском. Конечно, в какие-то моменты мне было грустно. Я думаю, ты помнишь, я донаты собирала. Вот в эти моменты мне было грустно. И одновременно с кайфом. Потому что присылали. Потому что присылали, да. Это, кстати, для меня это о многом говорило, когда присылали. Мне было стыдно в какой-то степени. Честно, нет. Я просто хотела это сказать. Просто мне правда было не стыдно. Я не считала это каким-то чем-то космически зазорным, потому что я из тех людей, которые видели, там, например, девочка какая-нибудь собирает на камеру 12 тысяч рублей, я их просто беру и кидаю эти 12 тысяч, она пишет, что девочка собирает на стримерский стол, я беру это и скидываю. И все, то есть... Ты всегда давала же очень много. Да. Для меня нету такого... Такие презенты, подарки, просто добро всегда делала. И поэтому я... Дочке моей притаранила огромное количество фруктового пюре. Да, я тебе даже фотки скидывал. Вкусно. Да. Вот. Это да, то есть в этом, наверное, и была моя сила. Я уверена абсолютно, что это богатство мне досталось, чтобы я сделала это. Если сейчас я здоровая, счастливая, красивая, классная, значит, все правильно. Но это правда так есть? Или это просто какой-то момент, знаешь, то есть, условно, я перестроился. То есть мы же почему совпали? Потому что мы такие оба загнанные, мы такие оба, все переплетено, что-то там думаем, загоняемся, расстраиваемся. И где-то я в прошлом августе, я себя поменял. Дневник благодарности, слава Господи, что он ворвался в мою жизнь, реально перестроил мою философию, я прям по-другому зажил. Вот реально, счастливо, да, стараясь добро нести, канал появился, все супер. И то есть я по истечении года и месяца я могу сказать, да, я перестроился. Вот у тебя это вот это состояние, это момент, это месяц, неделя, или это тоже этому полгода? Наверное, когда я полностью себя приняла, это ситуацию. Гонка, когда прекратилась, вот это вот. Да, я бы сказала, что это за этот год произошло. Вот, наверное, я бы сказала, что полностью я выдохнула, считай, наверное, да, где-то в апреле-мае, получается, полгода, да, где-то прошло. Больше я прям, я страдала, да, сильно.
Мне было грустно, обидно. Но мне было обидно не из-за денег, не из-за чего. Ну, мне было обидно из-за... У меня была причина. А ты так никому не рассказываешь? Нет. А я не могу. Я бы, знаешь, как рассказала. реально? Да, ты что, конечно. Я 1000 раз хотела рассказать и все такое. Просто... Ты что, ну и сколько ты не сможешь? До конца Да действия? все, так, ну, типа... Реально ты с собой да, унесешь? У меня все, у меня не разглашение. Какое дерьмо. И никто, понимаешь, типа, это даже, это меня очень сильно оправдывает, понимаешь? Даже, ну вот если разбираться в тончайших каких-то моментах, вот скажи я эту фразу, Да, я да, стала да. вот этой. Да. Вот. И люди Пишите в просто... комментариях, кем она стала. Да, и люди просто, что? Теперь все понятно, типа, что с ней произошло? Ребят, так есть поверьте. загадка. Да, так есть загадка. Ну, к сожалению, честно, к моему большому сожалению. Но, знаете, вот кто меня давно знает, да, моя мечта исполнилась, просто она была очень быстрой. Момент, когда вот мечта, вот она, и вот прям просто вот ты даже не успел ее пощупать, потрогать. Не, Вот. ну я успела чуть-чуть, да? Ну, чутка. Это вообще что по ощущениям? Это насколько больно? Ну, видишь, это было, вот, считай, я 99% планов выполнила, это был вот тот самый 1%. Он вот закрылся, и вот эта соточка у меня на столе, вот, которая открывала мне новое, да. Оказывается, я-то планировала, что оно мне открыло вот другое новое, как задумывалась, да, а открыло-то оно мне вообще новую жизнь. Ну да. Потому что если бы не то, я бы не выучила испанский. А Да, ты насколько потому хорошо что- его знаешь сейчас? Отлично, Да? да. То есть, ты Ну, потянула за Да, сколько? сильно За год? потянула. Ну, я тебе скажу так, это без шуток, я иногда думаю на испанском. Ну, я на английском, надо думаю, Ну на вот, болгарском. да. все в Просто целом потому, тоже. что мне интересно испанский очень заточен. То есть я прям реально, я слышу в песни слова, я перевожу, я именно все время кручусь в У испанском. тебя аудитория латиноамериканская Ну да, у меня тоже, 700 тысяч подписчиков в ТикТоке, чисто латиноамериканской. Это отдельный аккаунт, да? Да. Ты с нуля Новый. его прокачала? Да, за 3 Новый. месяца, прикинь. За 3 месяца, за 700 тысяч. Да. Вот это вот вопрос, чем ты сейчас занимаешься? Вот типа для тех, кто... Ну вот у нас нет... У нас есть Twitch, где можно стримить, да? У нас есть трансляции на Ютубе. Сейчас появится ВК-видео, где тоже можно будет стримить. Нет стримов в ТикТок. Хотя, условно, Иван Золо, он же из стримов в ТикТоке появился. Да. Просто оно как-то вот быстро... Нет, там много кто И появился. Диппинс там, да, наверное. Но они просто быстро на Twitch Да. переметнулись, Не, ну когда всерьез, да, уходят. Но видишь, опять же таки, на Twitch там больше рекламы, а мы за счет людей там существуем. Так что такое стрим в ТикТоке? Ну Расскажи. смотри, давай самое вот такое банальное. Стрим в ТикТоке — это ты стримишься, у вас там батлы. Это вот обязательная тема? Ну Или да. можно Нет, как можешь хочешь? просто сидеть стримить. Ага. Можешь игру стримить, можешь СМР проводить. Ну, там у Ты всех просто своя стримишь, как моторика. обычно, да, да. ты просто стримишь, как обычно. Вот. И такая же абсолютно моторика, как и везде. Тебя донатят. Вот. Просто там это очень красиво. Ну, то есть, Ну, вот, типа, что там, они- львы, тигры? Да, львы, тигры летают, киты переворачиваются, понимаешь? И все это... Ну, то есть ты сидишь, и просто у тебя... Девочки такие, девочки, конечно. Ну, там это очень красиво. А что там за батлы? В чем суть батлов? Просто кому больше задонатить. Это я тебе... Это именно донатами батлы, Да, да? да, типа, чем тебе больше донатят, тем как в ТикТоке ты донатят? выиграешь. Ну, типа, например, тебе скинули 300 монет, да, а твоему сопернику там 350, он выиграет на 50 монет. То есть ты в ТикТоке Вот. должен купить монеты, Да, и потом ими донатить. Ну, и на подарки А ты поменять, можешь да. заменить монеты А на мне кэш. монеты обмениваются на кэш, да. Вот, ну, как бы это всем знакомая известная стратегия. Что, ты прям на этом можно зарабатывать? На стримах? А тебе хватает уже на месяц там? Мне? Да. Ну, потому что у тебя Коля есть, нет? Нет. А, просто, да. Ну, и Коля тоже хорош, естественно. Ну, типа, с Колей муж и жена, да, у нас Да. бюджет один. Но Вот. официально это все прям? Муж и жена? Да, вы подписали Да. прям документы? Да, да. А где кольцо? Где кольцо? А, вот. Ой, я тебя в первый раз кольцом вижу, кстати. Вот. А я тебя не в первый. Ты Естественно. тоже женат? Да, представляешь? Ой, блин, все ты перепутал. Ну, а слушай, вот то, что с тобой, Коля, это тоже, да, наверное, невероятно сильно помогло. Это помогло мне жить. Да, что вы еще в целом еще в одну сторону смотрите, вот так вот. Да. Да не, Коля — это лучшее, что есть в моей жизни. Самое. Я не могу не назвать ничего. Я могу сказать, типа, просто, знаешь, это не сравнивают, когда ты уже вырос, да, не говорят там семья или отношения, это как бы на один уровень встает. Просто как бы муж твой, да, твоя жена, это уже все равно совсем другое. Это там ты не сравнишь что там с мамой или с папой, да? Не, это другое, конечно. Вот, У тебя еще и... потом дети появятся. ты Да, поймешь, да, это да, вообще да. другое. Да. Еще новые ответвления. Просто вся ситуация в том, что, ну да, конечно, я Колю, я больше жизни люблю. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот я клянусь, Ваня, я даже сейчас я еще 2 слова, все. Ага, слезы, да? Да, потому что я не знаю, как объяснить, типа, уровень моего
моего благословения какого-то, какой-то... Я готова, мне кажется, вот где угодно жить, что угодно делать, лишь бы Коля рядом был. Типа, вот лишь бы вот он всегда на меня вот это вот смотрел, потому что я не знаю, есть ли вообще в этом мире человек, который умеет так же сильно любить, как любит Коля. Типа, он меня правда очень любит. А я его... Я даже не знаю, это сильнее, чем какая-то любовь по отношению к нему. Потому что он буквально все, что у меня есть. Ты при этом снимаешь ТикТок, как обычно? Нет. То есть это чисто стримы? Да. Не, я снимаю для души. Мне просто прикольно, да. Я просто не ставлю на этот укор. Например, я очень красиво накрасилась, пришла сняла какой-нибудь прикольный ТикТок. Да. На испанском что-нибудь, да, какой-нибудь видос сняла. Это да. Это я снимаю. Видишь, у меня еще история была. Я уехала в Латинскую Америку уже недавно с огромным контент-планом, потому что я-то знаю, что в Латинской Америке все круто, все классно. Я поняла, как туда попадать, как типа там становиться популярной, что делать. Это ты искренне. за год? За полгодика додумалась, да. Вот. Потому что тоже, опять же таки, я поняла специфику людей, язык поучила, посмотрела видео, посмотрела, что у них делают популярные ютуберы, посмотрела, что делают популярные тиктоки, поучила, типа, посидела как с учебником индустрию, и на следующий день создала аккаунт. Дай сюда просто, потому что, знаешь, я математически вывел «Залети на бит», который вот у меня сейчас залетел, я его тоже математически вывел, типа, понял, типа, проанализировал, понял, что люди до сих пор любят отгадывать музыку, как бы там ни было, то есть, окей, Шазам не снимаем, но, типа, форма существует. Надо добавить что-то новое. Ну и, короче, вот и игру из ТикТока взял, где надо микрофон, и тоже математически вывел. Вот видишь, примерно так же, да. В этом и есть весь самый простой и самый сложный момент этой жизни, что все, вот Ярик постоянно, все самое простое, самое, да, гениальное. Но это ни хрена не просто. Это сколько дней нужно там смотреть, просто анализировать. Насмотренность, это правда, да. А она просто вырабатывается. У любого человека это есть в голове, просто там главное это сопоставить на любую идею. Я вообще считаю, что если человек, если у него есть интернет, и он в нем хотя бы каждые 2 часа, там, 2 часа в день сидит, да, опять же таки приказывать, что это не 2 часа в день, я считаю, что у человека уже есть потенциально все мысли, чтобы придумать следующую какую-нибудь новую Теслу и так далее. Просто он там не пользуется этими мыслями, и все. Просто надо уметь вовремя раскрыть свою голову в нужную сторону. Но вот ты сейчас Ярика упомянул. Очень многие вот за Америку на него обижены. То есть, типа, не поддержал, кинул, привез без плана. То есть, там до очень многих там вообще никаких вопросов. А после Америки, типа, вот какие-то такие воспоминания. У тебя вот касательно этапа американского и Ярика какие ощущения? Мне он ничего не сделал плохого. Типа в рамках Dream Team, да, он поступил не круто. Ну, реально, типа, да, там были какие-то моменты, было что-то бешено, были спланированные моменты, это все не сбылось, это все пустилось на самотек. Но в данном случае в моей голове, ты знаешь, типа, ложка дегтя в бочку меда. Ну, это в моей... Это конкретно хорошее? В моей истории. Я помню все хорошее, что я с Яриком работаю с 14 лет. Конечно. 10 лет. Конечно, 10 лет, за которые у меня всегда все было. Мне Ярик совсем помогал, никогда меня не бросал. Естественно, я не могу... Это не моя точка зрения. Типа, если спрашивать там за какие-то быстровременные, короткие обиды, это надо спрашивать напрямую у тех, кто типа именно проходил только путь Dream Team. Они, наверное, более объективные. Потому что я не могу там сказать за человека, который все время мне помогал, там, ну, так сделал. Я понял, у вас я могу его оправдать слишком большой бэкграунд. По 100 типа, причин, почему я могу его оправдать. 100 причин, почему я могу его не оправдывать, и 100 причин, почему могу его засрать, да? Ну, как продюсер, он гений. Он крут. Ну, гений. Вот просто вот и на его гений, насколько я понял, очень многие понадеялись в Америке. Да, он не вытащил, типа... он сам пошел свою жизнь, типа, жить. Да. Мы из-за этого расформировались, у каждого ушел свое, из-за этого Dream Team, да. Да, как продюсер здесь он не сыграл. Никак. Мне обидно, потому что обидно там за команду. А ты с ним не обсуждала этот момент? Вы же достаточно близки же. Просто уже, это было уже не к спеху, я бы так сказала. Уже было... Все реально такое, типа, я хочу пожить там для себя, да? Ну, условно, просто это было понятно, понимаешь? Иногда ты просто смотришь и понимаешь, ну что, Ярик ребенок, да, там, новая жизнь. И, правда, если так вышло, не мне об этом судить. И никому из нас. Я вообще не считаю, что... личные обиды — это личные обиды. Но по работе все получили денег, все получили популярность. У всех это очень долгоиграющая история, которая до сих пор всех моих коллег по Dream Team кормит и на ура. И чё жаловаться? Ну, реально. Ну, то есть меня вот конкретно в этом контексте, понимаешь? Типа...
Если бы это было, что тут просто сегодня такой... Он бы там, я не знаю, котят по ночам душил, я бы еще что-то понимала. Ну, в контексте... У чувака просто не получилось, Просто и все не такие, получилось, да, плохо, да, херово. Ну, а кто оправдывает? Ну, это не оправдывает, это правда херово. Не собрался, не сделал. Есть какая-то штука одна, по которой ты прям скучаешь из прошлой жизни дримтимовской? Ну, кроме того, что вы все были вместе рядом. Что-то, может, тебе не хватает? Ну, вот недавно иду в магазине, которого уже нету здесь, да, и вспоминаю, когда он был, я заходила вот так, брала в кучу, немеренные шмотки, все клала в огромную кучу, такая, берем, просто клала вот так карту на стол, мне это оплачивали, я такая, все, круто, едем домой, да, не подошла, положила, просто, из магазина свежак, а сейчас я закажу, такая, померила, такая, ну, это, может, никуда идет, это можем и не брать. Ой, это не по скидке. То есть такая, окей, я понял. То есть я более рассудительная в этом плане. И дело даже не то, чтобы в отсутствии денег, а просто, во-первых, в Америке цены другие, давай начнем с этого, жестко другие. То есть там так не пошикуешь, там все равно совершенно нужны другие бабки. Ну и плюс просто как-то я вот когда мы начинали уже в ходе Dream Team переезжать, конечно, у меня тогда было очень экономно по средствам, и я по сусекам скребла просто буквально. Я брала в Америку ровно, вот я все подготовила, Вань, на все случаи жизни. Я взяла все для ногтей, все для волос, все для ног, все для рук, все для всего. Выбрала цветы топиков, которые подойдут к другим цветам. Я подобрала все, Вань, подобрала. Просто, чтобы у меня, чтобы у меня не было лишних трат. И я себя резала первые 3 месяца просто безумно, потому что я четко знала, что у меня все есть. Я очень рада это рассказывать сейчас, потому что, Вань, я не делюсь, да вообще не делюсь таким. Потому что все люди очень сильно привыкли, особенно в моем окружении, видеть, что я сталь ходячая, и мне было очень сложно показывать кому-либо свои слабости, кроме Коли. Вот в этом плане он, наверное, самый такой. Потому что я не могла никогда... Ну, кстати, почему... я я тебя моментами вспоминаю вот именно слабой, как будто мне тоже ты чуть-чуть не боялась. Нет, я могу показаться... могу открыть какие-то там свои стороны, но я никогда, Вань, не скажу, титанически кому-то. Вот я никому не звонила из Америки и не ныла, что я не могу, что мне не хватает, что я не свободна в этом плане, в плане денег, потому что я привыкла, что я решаю сама всегда за свои деньги. Вот в этом плане мне было, конечно, сложновато кому-то позвонить. Но у меня был Коля, которому я это говорила, который понимал, что и у него, он сам приехал с нуля полностью. Я приехала с нуля, мы по сусекам оба свои бюджеты скребли и как-то выруливали. И я сижу и помню еще, спустя месяц, вот со мной сидели еще тогда там Аня была, много еще кто был, и я сидела просто в поток смотрела, такая, сука, я опять придумала, как выкарабкаться из этого. И я просто... клянусь, Ваня, я сижу, я здесь сижу, говорю, Аня, Ляна, Катя, вы не понимаете, мы все пойдем в стримы, вы просто не понимаете, всему свое время, вы дойдете до этого. Ну, ладно, с Аней, Аня же тоже пыталась стримить, сильно, просто она реально не для этого, придумала. А я и Катя амплуа просто. Вы не доположь, это, написана была программка на нас. То есть у тебя подсознание работало, искало решение все это время? Да, все это время я никак не могла успокоиться. Все равно... Не находилась, ты смотрела, анализировала? Я подскакивала ночью, я не понимала, что мне делать. Я понимала, что у меня реально голяк. Реально голяк. У меня были моменты, когда у меня реально 5 было рублей. И я... Что будем делать? При этом у тебя и подача в блоге изменилась совсем. Я тебе об этом много чего писал. То есть у тебя реально глубина появилась. Как будто ты, которую я знаю в жизни, она и в текстах, в сторис появилась. Но раньше ее не было. Почему? Потому что ты не боялся открываться, боялся, что подписчики не поймут, что... Или тебе это не... в тебе же всегда было, а просто потом ты начала прям ты, только я тебя вижу в этих историях. Понимаешь, раньше это было так, это был имидж, своя история, своя линия, свой персонаж. Да, это ни для кого не секрет, мы все строили свои стратегии и так далее. Какая у тебя была стратегия?
Ну, как бы это объяснить? Просто... Я помню, Не, ну что я тоже много утрированно улыбалась, это я помню. Много- Когда ты ты тоже- косметику, типа... Не, ну это понятно, ладно, это уже понятно. Я скорее, знаешь, как... Скорее, что у меня была задача веселить людей, понимаешь, всегда, всюду. окей. Ну, весь Dream Team строился на веселить людей. Окей. Ну, как бы я и веселила? Что я буду писать вот эти свои философии с нифига? Я как-то расписала. Что, кстати, примечательно, вот сейчас, когда я стала постить, иногда же стихи пишу, какие-то текста и так далее, и мне известные русские артисты отвечают, типа, на эти стихи и пишут: «Вау, я...» Честно? Просто для меня люди, которые отвечают на такие вот сторис, которые я типа душой излагаю, просто вот это красное бордовое сердечко, Ну мне да. все без слов, реально, я все Да. понимаю. Я тоже так же реагирую, когда я понимаю, что вот оно прям туда. Но вот ты человек, который почувствовал миллионную аудиторию, да, ну, которую надо веселить, да, и условно вот сейчас есть там мало, но типа супер глубокое. Да. Да, вот тебе что прикольнее? Где-то посередине или, может быть, вот там, или все, во всем есть свой прикол? Во всем есть свой прикол, да. Просто сейчас Ты же у сейчас меня стримами, очень... по сути, ты же то же самое делаешь, ты веселишь Да, людей, да, то я есть, типа, веселю там людей. никакой это, глубины, да? это то же самое. Это, как я и говорю, то, что это то на то. Это правда то на то, просто другой формат. Но вся интертеймент развлечения, он весь такой. Он Да. все равно все то на то будет меняться, куда бы ты ни пошел. На телек, в YouTube, да хоть куда. Ты все равно веселишь людей. Вот. Просто у меня, например, бывают стримы, где мы сидим, ревем просто задушевно. Я просто как начну, мне как-то... Вот придет там, я не знаю, человек 300, но чисто русскоязычных. И вот как-то бывают, знаешь, моменты, когда все карты совпадают. И я... А у меня же, понимаешь... Если вот именно с таким голосом, то это страшно вообще. Тогда, ну, на самом деле, у меня финальный, ну, потому что реально сила твоих мыслей, это вообще что-то с чем-то. Да, ты человек, который, ну, показал мне, что надо инвестировать, ты человек, который мне напомнил. Я тебе писал, кстати, в поздравление с днем рождения, что когда ты исполнил свою мечту, да, я такой: йоу, блин, как круто, Маха, потому что я вот, воспитывая там дочку и там вкладывая все, я забыл, что у меня тоже мечты есть и были, да, я вот к ним через тебя пришел, я такой: блин, я же хотел тоже много всего всегда, и вот, да, я сейчас мы сидим там на моем канале, тут 22 тысячи подписчиков, да, у меня там, у меня в прошлом году ничего не было еще, я только в декабре открылась, и это в том числе там благодаря тебе. Вот что ты сейчас визуализируешь, что ты представляешь? Какая у тебя картинка сейчас в голове? Просто я классная. Угу. А, все, вот, да? Да, ушли красные дорожки, ушли там. Да нет, я всего это хочу. Ага. Правда, я прекрасно понимаю, что вижу какую-то, да, свою стратегию, как я Да. хочу к этому прийти, что хочу сделать. Но опять же таки, я просто перестала вперед так сильно бежать, потому что мне очень нравится жить. Я забыла в Dream Team 100 лет назад, что такое именно просто существовать, просто жить, просто просыпаться, просто засыпать. Этому я училась, Ванька. Училась. Ну, переучилась, получается, да? Ну, нет, я училась не обязательно подскакивать в 6 и через полчаса с мытой головой полностью в макияже снимать 207 тысяч видео. Я училась спокойно завтракать, никуда не бежать. Мы, ну, тут вместе все вот так заново все это проходили. Делать какие-то маленькие традиции между друг другом, праздновать праздники реально, типа, ну, просто потому что мы хотим его отпраздновать, а не для прикольных сторис, понимаешь? И, то есть, вот конкретно научилась жить. И я... Это правда не пустые слова. Я сейчас реально спокойная, я сейчас сконцентрированная, мне весело, мне круто. Я сейчас говорю, и вот у меня никакой задней мысли, правда. То есть я правда реально, ты меня спрашиваешь, я реально тебе отвечаю. И мне сказать нечего. Я ни о чем не переживаю, ничего не волнуюсь. Если что-то произойдет, ну, камон, ну, что-нибудь решим. Типа, ждет меня великое будущее? Ждет. Типа, оно уже сейчас наступило? Оно уже сейчас наступило. Все не круто, все не круто. Да просто классно мне, и все. И оправдываться за это я никогда в жизни ни перед кем не буду. Конечно. И говорить, что мои действия не приводят меня к какой-то сейчас великой цели, ну и чё? Вот я побегала за великими целями, вот я все вложила, перегорела, всем этим переболела, с ума посходила, денег потратила, денег заработала. Короче, все было. Все потому, что просто я не оборачивалась, бежала вперед. Все было, счастья не было.
Да? Ну да. Мгм. Типа, я была счастлива в своих как бы эквивалентах, но глобально-то что, я всегда просто работала. Работала. И иногда вырывалась. Даже отдых, Вань. Даже мы ездили на отдыхи всякие, на Мальдивы, Сейшелы, потому Так, что, все, ты клип снимала, на все хорошо. Ну да, это понятно. Как бы все это красиво, классно. Я и эти моменты обожаю тоже. Мгм. Просто сейчас по-другому. И это самое клевое. Потому что если бы все было так же, как раньше, и чё? Ты была бы сейчас в невероятной депрессии, потому что ты вроде бежишь, а типа тех вот результатов нет, Да. которые были. Конечно. Не, я прекрасно знала, что я добежала. Я себе четко, я увидела этот финиш, добежала, ленточку вот эту перерезали, встали на следующий старт и побежали. Просто уже, понимаешь, не этим. Может быть, даже в стиле черепахи побежали. Но зато Типа чисто марафончик уже, не спринтерская дистанция. потихонечку, Да. по-красивому, легкие, счастливые, с кучей горы хейта и обсуждений. Но зато какие мы, блядь, молодые и счастливые. А что? А вдруг? Блин, ну я тебе желаю искренне не потерять вот этот вайб, потому что ты мне такой гораздо больше нравишься. Как и я себе сейчас таким нравлюсь гораздо больше, чем тем, какими мы вообще друг друга знали. Да. И мне кажется, знаешь, в этом еще кайф, потому что мы там с женой, мы же тоже сошлись, потому что вот вы на загруженном, да, вот типа Да, там на да. загонном притянулись, понятно. И мы вместе, потому что мы трансформируемся вместе. И очень круто осознавать, что как бы вот, да, вот мы держим связь, потому что ты тоже трансформируешься, и вы типа на одной волне. Ну да, То есть, да, двигаемся. вы каждый, ну вот в лучшую сторону, вот именно, знаешь, такую более правильную, продуктивную. Поэтому я невероятно счастлив, что мы вот так вот поговорили, вот так вот встретились. Я уйду домой с прекрасными эмоциями. Я так же. И как круто, что это увидят люди. Спасибо, ребята, всем, кто посмотрел. Я очень рада высказаться в плане честно, свободно и легко, потому что давать интервью с грузом невероятных каких-то сложностей в своей же голове, это намного сложнее. Короче, чуваки, просто не сдавайтесь, реально. Просто даже если вы, постоянно это боретесь, ослабьте тиски. Может быть, ответ совсем в другом был. Может быть, конечно, не в стримах ТикТоке, да? Не факт, конечно. Но, опять же таки, вариантов много. Верю. Все, тебя, Ваня. это была Маха Гречева. Ваня был Иван Корнеев. Найтлайт шоу. Вечерний лайк. Канал Несусвет. Подписывайтесь, пишите в комментариях, с кем поговорить дальше. Ну, а мы все, погнали домой. Погнали домой. Я не знаю, как правильно, знаю, что эти ценности ложные. Что это нормально, когда на пути тебе страшно и сложно. Может быть, я не прав, и этот подход не откроет мне двери. Но, по крайней мере, я делаю то, во что искренне верю.